Нашумевшая игра Hamster Combat была запущена в конце марта этого года, и поистине ее пик пришелся на июнь. Именно тогда, в июне, мы выпустили вот это большое видео, в котором рассказывали вам всю правду про данный проект. Тогда я вам говорил, что при таком количестве участников и полном отсутствии внутренней экосистемы у разработчиков физически не хватит ресурсов, чтобы удовлетворить каждого пользователя и раздать большое количество монет. Также в том ролике я четко вам сказал, что есть большие риски переноса листинга, поскольку ни дорожной карты, ни токеномики, ни схемы распределения монет на аирдропе не было. Ну и конечно же я акцентировал особое внимание на том, что разработчики будут тянуть время до последнего дня и выжимать каждую копейку с этого проекта. Ведь изначально ни у кого не было цели создать инновационное приложение для дальнейшего масштабирования. И я не спорю, были те люди, которые реально становились на сторону хомяка и защищали эту игру. Но проходит буквально пару месяцев, и я понимаю, что мы оказались абсолютно правы. Ведь сейчас даже самые преданные фанаты этой тапалки начинают осознавать, что они попали в настоящее цифровое рабство, поскольку пока игроки выполняют десятки различных заданий в надежде получить минимум 500 или даже 1000 долларов, реальные деньги зарабатывают только разработчики. Сейчас Hamster Combat сталкивается с очень большой критикой со стороны всех пользователей. Люди уже просто устали просматривать огромное количество рекламы букмекерских контор, бирж, онлайн-сервисов и тому подобного. А еще пользователи критикуют игры, в которые необходимо заходить для выполнения заданий, но играть в них просто невозможно, не только из-за ужасного геймплея, а еще по причине все той же рекламы. Также уже никто не хочет собирать эти ключи и тратить время на разгадывание ребусов. Это все напрямую отражается на проекте, ведь сейчас можно заметить, как с телеграм-канала Хомяка отписывается по миллиону человек в день, а на их YouTube-канале сильно упали просмотры с 20 до 5 миллионов. Причем в комментариях люди недовольны и жалуются на зря потраченное время. При этом внутри самой команды создателей начали возникать разногласия, а также споры, что только ухудшает ситуацию. Именно из-за этого разработчиками было принято решение переходить к финальному этапу. Вот поэтому на днях нам озвучили официальную дату листинга и проведения airdropа 26 сентября. Но если раньше были хоть какие-то надежды на то, что хомяк продолжит развиваться после запуска монеты, что могло бы положительно отражаться на цене, то сейчас мы понимаем, что листинг станет последней точкой в истории этого самого популярного проекта за всю историю криптовалюты. Кредит доверия игроков очень сильно пошатнулся, и после всех вышеперечисленных проблем, желающих продать токены после их листинга стало намного больше. По факту хомяк и существует только ради листинга. Нет, это не инновационная игра и не проект с поддержкой от фондов. Это просто тапалка, которая на постоянных обещаниях и вере игроков получить бесплатные токены удалось добиться такой популярности. И теперь я хочу, чтобы вы сами себе ответили на один вопрос. Сколько вам необходимо денег, чтобы оправдать ваши ожидания и потраченное время на протяжении почти полугода? Я думаю, больше, чем 100 долларов. Вот только с такими проблемами, которые есть у хомяка, даже 50 долларов могут стать очень большим подарком. Но давайте не будем о грустном и не будем торопиться с выводами. А лучше в этом видео все-таки разберем, сколько реально могут получить токенов игроки хомяка, за что именно проект будет раздавать больше всего монет, какое будущее ждет Hamster Combat после листинга 26 сентября, ну и конечно же я отвечу на самый главный вопрос, пройдет ли этот листинг на самом деле, учитывая прошлые переносы. Также мы сегодня поговорим о недавнем запуске монеты DOX, чтобы узнать, сможет ли она повторить и превзойти успех ноткоина. Дополнительно мы поговорим и про сам ноткоин, ведь сейчас я получаю много вопросов касательно его будущего, а еще мы разберем последнюю информацию по поводу ареста Дурова, ведь сейчас у Telegram большие проблемы, поскольку проводят расследования в Европе, Индии, а также Латинской Америке, что негативно влияет не только на сам мессенджер, но и на все приложения, которые с ним связаны, и это также может повлиять на будущий листинг Hamster Combat. Это большое видео с разбором популярных проектов экосистемы тонкоина, поэтому обязательно смотрите его до конца, будет очень интересно, а перед просмотром поддержите ролик лайком, ведь с момента запуска хомяка мы снимали для вас множество видео и рассказывали полезную информацию, которая сейчас пригодилась каждому. Давайте наберем 3000 лайков, чтобы в будущем мы разбирали больше таких проектов, а поверьте, их будет очень и очень много. Поэтому вам спасибо за поддержку и приятного просмотра. С вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, ни для кого не секрет, что на этой неделе стало известно о самом долгожданном листинге, который когда-либо проходил на крипторынке. Ведь Hamster Combat объявили, что уже 26 сентября монета будет доступна на биржах, а игроки получат свой airdrop. И кстати, этой новостью сразу поделились редакторы нашего телеграм-канала, ведь подобную важную информацию мы публикуем самыми первыми, чтобы вы раньше всех были в курсе интересных событий на крипторынке. Также у нас в телеграм каждое утро публикуются новостные дайджесты и дополнительные
дополнительно мы делимся с вами многими отчетами и эксклюзивными прогнозами на разные монеты, так что обязательно подпишитесь. Ну а мы начнем, конечно же, с хомяка. Несмотря на то, что это далеко не первое видео на тему Hamster Kombat, мое мнение касательно данного проекта не изменилось. Я по-прежнему считаю, что листинг станет финальной точкой для этого проекта. И если раньше, примерно в апреле, все считали, что хомяк станет проектом номер 1 и сразу войдет в топ-10, то сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что этого не будет. Во-первых, на данный момент настроение всех игроков максимально ухудшилось. Люди устали от постоянных завтраков разработчиков касательно листинга, при этом всем надоела эта реклама. Ранее я вам рассказывал, что хомяк активно рекламировал букмекерские конторы и многие онлайн-сервисы, за что создатели получили очень хорошие деньги. Недовольство пользователей можно понять по некоторым причинам. Например, в телеграм-канале хомяка, который считается самым большим в мире, начали наблюдаться огромные отписки, которые достигают более 1 миллиона человек в день. И в принципе это логично, ведь время идет, а листинга все нет и нет, за счет чего игроки просто перестали заходить в приложение и отписались с телеграм-канала. При этом очень сильно упала активность на их YouTube, который является чуть ли не самым главным источником заработка хомяка, поскольку они зарабатывают на монетизации. Вот только если раньше ролики собирали 14, 15, 20 и даже 25 миллионов просмотров, то сейчас можно заметить, как просмотры стабильно падают и доходят максимум до 5-6. Но что самое главное, это комментарии под каждым видео. Люди недовольны и требуют от разработчиков провести листинг и жалуются на то, что от них требуют выполнения заданий. Хотя ни нормальной белой книги, ни полноценной дорожной карты и само собой заранее утвержденных правил по распределению монет они до сих пор не выложили. Также на прошлой неделе всплыли очень хорошие подробности внутренних конфликтов среди разработчиков, ведь стало известно, что один директор покинул проект, ведь ему обещали 25% доходов от прибыли, которые он так и не получил. Еще один интересный момент касается вот этих игр, в которые необходимо играть, чтобы получать дополнительные монеты. Но эти игры это не задание, а настоящее наказание, поскольку через каждые полминуты игры приходится смотреть надоедливую рекламу, из-за чего желание проходить эти квесты у пользователей, конечно же, пропадает. Но все мы понимаем, что это только ради листинга. И теперь два самых важных вопроса. Сколько монет получит каждый пользователь и пройдет ли этот листинг вообще? На данный момент нам известна дата запуска 26 сентября. Вот только мы до сих пор не знаем сколько и за что будут раздавать airdrop. По факту есть только вот такие короткие пункты, от которых будет зависеть, сколько монет получит каждый пользователь. Но никакой конкретики, что опять-таки вызывает недоумение у игроков. И судя по тому, что этой информации нет, есть очень большая вероятность, что раздача будет минимальной. Следовательно, даже $50 станут огромным подарком для тех, кто каждый день выполнял какие-то активности. Но будет ли сам листинг? Вопрос, конечно же, спорный, учитывая, как они любят все переносить. Да, на бирже OKEX уже готова промо, и все идет к тому, что монету запустят. Но на самом деле им ничего не мешает все свернуть и перенести. Тем не менее, я все равно склоняюсь к тому, что листинг все-таки будет, но при этом держу в голове высокие риски переноса. А вот что будет с монетой после запуска, догадаться нетрудно. Учитывая все проблемы и растущий негатив пользователей, вероятнее всего мы увидим резкие активные продажи, что будет очень сильно давить на цену, за счет чего ни о каком уровне $1 и речи не идет. Монета сможет активно прожить около недели, когда еще будет сохраняться какой-то хайп, но чем дальше, тем хуже. И те, кто ранее планировал холдить токены, будут постепенно их продавать. И вся эта история превратится в спекулятивный токен, который будет пампиться условно на 20% за день, но после будет падать в 2 раза больше, ведь долгосрочного развития этого проекта просто нет. Поэтому если вам удастся получить airdrop, его лучше сразу продать. Ведь история гласит, что 80% всех монет после airdropа только падают. Единственное, что можно было бы придумать с хомяком, это действительно использовать его для спекулятивной торговли и зарабатывать на его движении. Вот только вы должны понимать, что без опыта и должных знаний у вас могут быть проблемы, но вы всегда можете присоединиться к нашей подписке Coin22 Pro, в которой каждый новичок и не только получает пошаговое обучение с полноценными практическими уроками в сопровождении специалистов, чтобы после зарабатывать на вот таких сделках, как, например, от 80% на падении монеты Uniswap. Да, на падении также можно зарабатывать, и мы вам покажем как. Дополнительно мы поможем вам собрать прибыльный спотовый портфель в долгосрок, а также вы получите поддержку 24/7 на всех этапах работы. Поэтому, чтобы приступить к обучению и как можно быстрее получить свою первую прибыльную сделку, переходите и напишите нам по ссылке в описании.
Теперь давайте поговорим про Notcoin, который так или иначе продолжает привлекать внимание инвесторов, а также новичков. Я четко помню тезис и веру пользователей в то, что после листинга Notcoin будет стоить минимум $1, ведь главный козырь данного проекта была поддержка от Telegram, и это все-таки был первый крупный проект, который запустили на Ton, обеспечив его крупными инвестициями. Про Notcoin я говорил во многих наших роликах, и главный мой совет заключался в том, чтобы после листинга как можно быстрее продать минимум 80% всех своих монет, а 20% оставить на случай резкого скачка. Но тогда некоторые люди были настолько рады бесплатным монетам, ведь давайте откровенно, Notcoin не пожалел денег на airdrop, что поверили в то, что этот проект ждет большое будущее с масштабированием, развитием и привлечением новых инвесторов, поскольку это обещали сами разработчики. Из-за этой веры было множество пользователей, которые решили не продавать токены, ведь хотели дождаться того самого заветного уровня в $1. Но если посмотреть на график Notcoin сейчас, то станет ясно, что идея продать 80% монет на старте не является такой же плохой, поскольку сейчас Notcoin торгуется ниже цены листинга. И что самое главное, никаких новостей, обновлений или анонсов от разработчиков уже и не слышно. Notcoin это не инновационная монета, как нам представляли ее разработчики. Это просто проект, который привлек внимание пользователей только бесплатными токенами и столкнулся с большим давлением продаж. Ведь основная причина, по которой люди тапают эти игры, заключается только в бесплатных airdropах. А если все приходят только для того, чтобы заработать денег, а проект не имеет никакой внутренней ценности в виде экосистемы или своего продукта. Поэтому если вы еще до сих пор рассматриваете Notcoin как монету для долгосрочного инвестирования и задумываетесь над покупкой, думаю, после вышеуказанных причин вы сделаете правильный выбор, который сохранит вам не только деньги, но и драгоценное время. Но точно так же, как и в случае с хомяком, Not может показывать резкие скачки цен на общем восстановлении рынка, что можно использовать для торговли. Вот только обязательно учитывайте все большие риски. А еще одним проектом на Ton, который также проводил airdrop, стал недавно запущенный DOX. 26 августа состоялся листинг. Согласно внутренней статистике, за первые 10 часов объемы торгов DOX достигли $1,7 миллиардов при капитализации в 620 миллионов. Сейчас монеты распределены между более чем 493 тысячи холдеров. 27,6% эмиссии находится на Binance. И стоит признать, что по данным в ходе раздачи было распределено более 400 миллиардов DOX, что стало одной из крупнейших бесплатных раздач токенов. Несмотря на первоначальный ажиотаж, в сообществе DOX растет беспокойство по поводу будущего токена. На данный момент централизованные биржи якобы имеют 8,5% общего предложения токена DOX. Это около $60 миллионов без какого-либо периода блокировки. Это повышает риск того, что биржи могут спокойно поднять цену DOX, а затем распродать свои активы, что негативно повлияет на розничных инвесторов, которые купили на максимальных уровнях. Кроме того, большой объем, который контролируют эти биржи, означает, что любая внезапная распродажа может спровоцировать волну паники среди инвесторов. Видя риск спада, ранее держатели могут решить зафиксировать прибыль перед падением цены. И данный сценарий особенно негативный, учитывая волатильность новых токенов, таких как DOX. Потенциал получения прибыли добавляет еще один уровень риска, который может привести к сильному падению цены. Еще одной проблемой является отсутствие четкой коммуникации со стороны команды разработчиков. Инвесторам остается только гадать о долгосрочных перспективах токена без четкой дорожной карты. Эта неопределенность может вызвать колебания цен, из-за чего DOX потеряет весь рост, который был после листинга. И конечно же это создает большие проблемы в будущем. Поэтому всем, кто сейчас пытается заработать на токене DOX, следует быть осторожным, поскольку эти проблемы могут увеличить волатильность и потенциальные потери в ближайшей перспективе. Подведя общий итог, я могу сказать, что все проекты, которые строятся по принципу бесплатных раздач, долго не живут. Я не против airdropов, которые направлены на повышение активности в сети, где необходимо выполнять целевые действия в виде создания кошельков или, например, проведения транзакций. Но когда вам говорят, посмотри рекламу букмекера и получи за это бесплатные монеты, согласитесь, это не похоже на инновационное приложение. По факту хомяк стал большим маркетинговым проектом, который привлек внимание людей только деньгами, из-за чего, если спросить, может ли Hamster Combat выйти на новый уровень, я отвечу нет, ведь сегодня мы разобрали множество причин, которые не позволяют этого сделать. Кто-то скажет, что в хомяк нужно было просто заходить и кликать пару минут в день, не уделяя ему особо времени, но давайте не забывать, что все это длилось на протяжении почти полугода. Поэтому напишите в комментариях, как вы считаете, сколько денег должен получить каждый пользователь, который каждый день упорно выполнял задания от разработчиков и по факту подписал себя на цифровое рабство, ведь конечной целью остается именно листинг. Что касается Дурова, то еще в нашем Telegram мы разбирали, что ему удалось выйти на свободу под залог 5 миллионов евро. И это говорит о том, что вопрос решаемый, и в тюрьму он скорее всего не попадет. Но тем не менее сейчас Дуров
сталкивается с большими проблемами, которые влияют на Telegram, сеть Тон и на будущий запуск хомяка, поскольку судебный процесс – это негативный фактор, из-за которого многие опасаются блокировки мессенджера и других подобных проблем. Пока по делу Дурова тихо, но как только станет известно о судьбе Дурова, вы первыми узнаете об этом в нашем телеграм-канале, так что обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А с вами был Влад, всем удачи, до скорых встреч!